Космические полеты всегда были окружены таинственностью и загадками. Когда Юрий Титов, советский космонавт, поднялся в космос на борту корабля «Восток-11» в 1961 году, он стал свидетелем не только захватывающих видов нашей планеты, но и уникальных опытов во время сна. Во время своего полета Титов спал в невесомости, и его сны стали предметом изучения для многих ученых и врачей. По его собственным записям, во время сна Титов видел невероятные образы. Он описывал красочные и яркие сцены, которые трудно было бы представить. Находясь на орбите, он переживал сны, полные ощущений, которые не могли бы возникнуть на Земле. Одним из самых ярких моментов его сновидений были образы звезд и планет, которые словно переливались и менялись перед его глазами. Он мог видеть, как они вращаются и взаимодействуют друг с другом, создавая завораживающие картины. Значительную часть его снов занимали образы родной Земли. Титов описывал, как он видел знакомые места, но в совершенно новом свете. Горы и реки, города и леса – все это выглядело иначе, как будто он наблюдал за ними сквозь призму космоса. Эти сновидения вызывали у него смешанные чувства, радость от их красоты и ностальгия по дому. Он даже упоминал, что чувствовал, как сильно тянет его обратно на Землю, несмотря на все великолепия, которое окружало его в космосе. Но сны Титова не были только о красоте и гармонии. Он также переживал моменты тревоги и страха. Иногда его сны становились мрачными, и он видел образы, которые не давали ему покоя. Эти сны отражали его подсознательные страхи. Страхи, связанные с изоляцией и неопределенностью, которые испытывают многие космонавты. В этих сновидениях он ощущал себя потерянным в бескрайних просторах космоса, вдали от родных и знакомых. Изучая дневники Титова, врачи и психологи пытаются понять, как космическая среда влияет на сон и восприятие реальности космонавтов. Важно было выяснить, как невесомость и высокая степень изоляции влияют на психическое состояние человека. Титов записывал свои сны с большой детальностью, и именно эти записи стали основой для дальнейших исследований. Открытия, сделанные на основе его дневников, могут помочь в подготовке будущих космических миссий и понимании того, как лучше всего поддерживать психическое здоровье космонавтов. Таким образом, сны Титова — это не просто художественные образы, а важный элемент понимания человеческой психики в экстремальных условиях. Они демонстрируют, насколько разнообразным и многогранным может быть восприятие реальности в космосе и как это восприятие изменяется под воздействием уникальных условий. А что же может произойти с восприятием снов, когда дело касается других космонавтов? Когда речь заходит о снах, которые переживают космонавты во время своих полетов, становится очевидным, что невесомость и экзотическая обстановка имеют уникальное воздействие на психику. Исследования показывают, что условия космоса могут приводить к изменению характера снов. Научные эксперименты с участием различных космонавтов подтверждают, что в условиях невесомости сновидения становятся более яркими и насыщенными, чем обычно. Космонавты сообщают о необычных переживаниях во время сна. Сны могут вызывать сильные эмоции, которые иногда доходят до крайностей. Например, один из космонавтов описывал, как во время сна он оказался в центре космической бури, где звезды принимали форму человеческих лиц, стремящихся к нему. Это странное соединение реальности и воображения создавало впечатление, будто они общались с ним на неком глубоком уровне. Кроме того, сны космонавтов нередко отражают их переживания и страхи. Сложные условия жизни на орбите могут привести к увеличению тревожных снов, где космонавты сталкиваются с существами, опасностями и даже потерей связи с Землей. Такие сны могут быть результатом стресса, связанного с длительной изоляцией от семьи и друзей. Исследования показывают, что именно такие переживания могут возникать из-за длительного пребывания в закрытом пространстве, где каждый звук и движение становятся более заметными. К тому же не стоит забывать о том, что сны могут служить способом осмысления событий, происходящих на Земле. Находясь в космосе, космонавты часто видят сны, связанные с их повседневной жизнью. Например, один из космонавтов рассказывал о сне, в котором он вновь встретился с друзьями на Земле, и этот опыт оказался настолько реальным, что после пробуждения он чувствовал глубокую печаль от разлуки. Тем не менее, сны не всегда являются отражением тревог и страхов. Иногда они могут представлять собой удивительные путешествия в чистую фантазию. Космонавты сообщают о снах, где они плавают среди облаков на других планетах или исследуют миры, населенные фантастическими существами. Эти образы, наполненные яркими цветами и необычными формами, создают чувство полного освобождения от земных забот. Важно отметить, что все эти необычные сны формируют не только личное восприятие космоса, но и общее понимание того, как различные условия жизни могут влиять на человека. Исследования космических снов могут открыть новые горизонты для изучения психологического состояния космонавтов и помочь в дальнейшем развитии космических программ. Как же сны Титова соотносятся с теми, что переживают другие космонавты?
Каким образом их уникальные опыты могут помочь в изучении космоса? Эти вопросы открывают новые пути для исследования, где каждый сон становится частью более широкой картины понимания восприятия космоса. Дневники Юрия Титова стали настоящим кладезем загадок и интересных фактов, которые до сих пор волнуют ученых всего мира. Каждый его записанный сон — это не просто ряд слов на странице, а окно в его уникальный опыт, пережитый в условиях невесомости. В своих записях Титов детально описывал не только образы, которые ему являлись, но и свои чувства и мысли, возникавшие во время этих космических снов. Эти записи представляют собой бесценный материал для изучения влияния космической среды на психику человека. Титов фиксировал свои сны с поразительной точностью. В одном из своих дневников он упоминал о том, как видел в космосе множество ярких цветов и форм, которые были недоступны человеческому восприятию на Земле. Он описывал, как звезды представляли собой не просто светила, а целые миры, полные жизни. Эти образы были настолько живыми, что порой казалось, будто он может протянуть руку и коснуться их. Его слова о том, как звезды разговаривают с ним, стали основой для множества предположений о том, как космос может влиять на сознание. Отдельное внимание заслуживают моменты, когда Титов сталкивался с мрачными аспектами своих снов. Эти образы представляют собой отражение страхов и тревог, которые неизбежно возникают в условиях изоляции. Он описывал сны, в которых блуждал по пустым просторам, окруженный лишь темнотой и отсутствием знакомых объектов. В таких мгновениях он чувствовал себя потерянным, что подчеркивало внутреннюю борьбу между желанием исследовать новые горизонты и тоской по дому. Эксперты, исследующие дневники Титова, отмечают, что его записи иллюстрируют изменения в восприятии реальности космонавтов. Анализируя его сны, врачи и психологи стремятся понять, как невесомость и длительная изоляция могут приводить к изменению не только содержания снов, но и их эмоциональной нагрузки. Важно отметить, что Титов не только записывал свои сны, но и делился ими с коллегами, что создавало уникальное поле для сравнительного анализа и исследований. Так, некоторые космонавты, прочитавшие дневники Титова, отмечали, что их собственные сны стали более яркими и насыщенными после прочтения его записей. Это привело к исследованию влияния коллектива на психическое состояние индивидуумов. Титов стал своего рода проводником для понимания космоса через призму сновидений, что дало толчок к новым исследованиям в этой области. Дневники Титова становятся все более актуальными в контексте современного изучения космоса. Ученые уверены, что понимание того, как меняется восприятие реальности в условиях невесомости, может помочь в подготовке будущих миссий и обеспечении психического здоровья космонавтов на длительных полетах. Эти записи представляют собой не просто личные переживания, а важный вклад в науку о космосе и человеческой психике. Таким образом, каждый листок, написанный рукой Титова, несет в себе не только его личные переживания, но и ценнейшую информацию, которая продолжает вдохновлять и удивлять ученых по всему миру. А какие открытия ждут нас впереди, когда мы сравним его сны с переживаниями других космонавтов, которые также отправлялись в незабываемые путешествия в безграничное пространство? Состояние космического стресса становится одной из наиболее обсуждаемых тем среди ученых, изучающих влияние космоса на психическое здоровье человека. В условиях невесомости психологические нормальные реакции на стресс могут проявляться совершенно иначе, чем на Земле. Космонавты сталкиваются с факторами, которые совершенно отсутствуют в повседневной жизни. Изоляцией, ограниченным пространством и постоянным контактом с технологией, что может привести к чувству клаустрофобия даже в открытом космосе. Научные исследования показали, что длительное пребывание в космосе может вызывать у космонавтов не просто стресс, а целый спектр психических нарушений. Одним из ярких примеров стал случай, когда космонавт во время полета на борту Международной космической станции столкнулся с серьезной тревогой, которая выражалась в страхе потерять связь с Землей. Регулярное отсутствие связи с близкими и привычной средой обитания создает у космонавтов ощущение потери контроля над своей жизнью. Исследования показывают, что в условиях длительной изоляции человеческий мозг начинает по-другому обрабатывать информацию. Это может приводить к возникновению паранойи, депрессии и даже к галлюцинациям. Например, в одном из полетов космонавт стал свидетелем призраков, которые, согласно его утверждениям, возникали из-за недостатка сна и сильного стресса. Такие состояния могут серьезно влиять на качество выполнения задач в условиях космоса. Исследования, проведенные в 1990-х годах, показали, что у космонавтов, находившихся на длительных миссиях, значительно проявлялись симптомы стресса и тревоги. Участники этих экспериментов, находясь на орбите, сообщали о том, что их сны стали заметно ярче и страннее. Некоторые из них описывали свои сновидения как целые фильмы, действие которых разворачивалось в совершенно неожиданных местах. Ученые также заметили, что в условиях космоса у космонавтов увеличивается количество эмоциональных реакций. Словно бы космос размывает границы обычной человеческой психики. Например, один космонавт вспоминал, как во время своего полета он неожиданно начал плакать, смотря на Землю, что было совершенно необычно для него в обычной жизни.
Это явление было объяснено тем, что в условиях стресса и изоляции эмоции становятся более явными и насыщенными. Психологи стали активно изучать, как эти состояния влияют на восприятие реальности. Долгие полеты в космос становятся настоящим испытанием для психики, где космонавты вынуждены справляться не только с физическими нагрузками, но и с эмоциональными перегрузками. Ученые подчеркивают, что необходимость адаптироваться к новым условиям и преодолевать стресс становится для космонавтов важной частью их обучения. Знание о том, как правильно справляться с психологическими трудностями, может значительно улучшить качество жизни в космосе и повысить эффективность выполнения задач. Таким образом, космический стресс – это сложный и многоуровневый процесс, который требует дальнейшего изучения и понимания. Психическое здоровье космонавтов является важным аспектом, который напрямую влияет на успех всей космической миссии. Эти факторы должны учитываться при разработке новых программ подготовки космонавтов, а также при организации длительных экспедиций на орбиту и за ее пределы. Новые технологии и методы психологической поддержки могут сыграть ключевую роль в снижении стресса и обеспечении психического здоровья в условиях космоса. Но как же эти изменения могут отразиться на восприятии снов, которые переживают космонавты? Сон в невесомости представляет собой удивительное явление, которое ученые только начинают осознавать. Когда космонавты погружаются в сон, они сталкиваются с уникальными условиями, которые радикально изменяют характер их сновидений. В невесомости отсутствуют привычные границы, и это вызывает необычные реакции со стороны мозга. Во время сна космонавты могут испытывать состояние, в котором реальность и фантазия переплетаются, создавая яркие, насыщенные образы. Исследования показывают, что во время сна в условиях невесомости сновидения могут становиться более яркими и запоминающимися, чем на Земле. Например, когда космонавты находятся на Международной космической станции, они сообщают о том, что их сны насыщены цветами и формами, которые они никогда не видели раньше. Эти необычные образы вызывают удивление и иногда даже страх, как, например, когда один космонавт описывал сон, в котором он плавал среди гигантских морских существ в темных водах. Одним из факторов, способствующих изменению восприятия снов, является отсутствие гравитации. В условиях невесомости мышцы расслабляются, и мозг может работать иначе, чем на Земле. Исследования показывают, что отсутствие физической нагрузки может привести к более глубокому, расслабляющему сну, который способствует яркости сновидений. В дополнение к этому, космонавты часто испытывают стресс из-за длительной изоляции, что также вносит свой вклад в изменения в характере снов. Невесомость создает эффект, при котором космонавты могут легче переключаться между состояниями сознания. Это приводит к тому, что сны могут представлять собой нечто среднее между реальными переживаниями и воображением. Например, один космонавт во время сна говорил о том, как он общается со звездами, которые будто бы отвечали на его вопросы, создавая атмосферу уникального взаимодействия с космосом. Кроме того, исследования показывают, что сны космонавтов могут отражать их переживания и страхи, связанные с космическими миссиями. Например, некоторые космонавты сообщали о снах, в которых они сталкивались с неопознанными объектами или испытывали страх перед потерей связи с Землей. Эти тревожные сны могут быть следствием стресса от длительного пребывания вдали от дома и близких. Каждый случай уникален, и разные космонавты могут по-разному реагировать на условия космоса. Например, один космонавт описывал сон, в котором он летал над Землей, видя знакомые места, а другой — о том, как странные существа пытались его поймать. Эти примеры демонстрируют, как непредсказуемыми могут быть сны в условиях невесомости. Таким образом, сон в невесомости — это удивительная область, которая продолжает вызывать интерес у ученых. Изучая, как невесомость и стресс влияют на сновидения, исследователи могут лучше понять, как поддерживать психическое здоровье космонавтов во время длительных космических миссий. Важно учитывать, что исследования в этой области могут привести к новым открытиям о том, как человеческий мозг адаптируется к экстремальным условиям. И это открывает новые горизонты для понимания не только космических путешествий, но и самой природы сновидений. Изучая сны Юрия Титова, врачи и психологи пришли к нескольким интересным выводам о влиянии космических условий на психику человека. Во-первых, они отметили, что его сны отличались необычайной яркостью, насыщенностью и эмоциональной насыщенностью. Сны Титова не были простыми фрагментами его дневных переживаний, а скорее сложными картинами, которые отражали его внутренние чувства и страхи. Например, его записи содержали описание снов, в которых он сталкивался с образами, вызывавшими одновременно радость и тревогу. Эти сны могли быть вызваны как красотой космоса, так и чувством изоляции от родной Земли. Ученые также обратили внимание на то, как невесомость и длительная изоляция влияют на характер сновидений. Во время своих исследований они замечали, что у космонавтов, находившихся на орбите, наблюдается резкое увеличение яркости и детализации снов. Такие изменения могут быть связаны с тем, что в условиях отсутствия гравитации происходит изменение в функционировании мозга.
Например, некоторые космонавты описывали свои сны как более живые и насыщенные, чем в обычной жизни. Врачи объясняли это тем, что без гравитации тело расслабляется, и мозг может работать иначе, создавая более яркие образы. Кроме того, состояние стресса, возникающее из-за длительного пребывания вдали от дома, также может способствовать изменению сновидений. Находясь в космосе, космонавты сталкиваются с многими факторами стресса – изоляцией, ограниченным пространством и отсутствием привычной обстановки. Эти условия могут привести к тревожным снам, где космонавты сталкиваются с непонятными существами или испытывают страх перед потерей связи с Землей. В этих условиях сны становятся не просто отражением внутреннего мира, но и способом обработки переживаний. Некоторые ученые отмечают, что сны Титова подчеркивают важность понимания влияния космической среды на психику человека. Исследования показывают, что знание о характере сновидений может помочь в подготовке будущих космических миссий. Например, понимание того, как стресс и невесомость влияют на восприятие реальности, может помочь разработать стратегии для поддержки космонавтов во время длительных полетов. Врачи также отмечают, что записи Титова могут стать важным источником информации для будущих исследований. Его детализированные описания снов могут помочь понять, как космос влияет на восприятие времени, пространства и даже на взаимодействие со звездами и планетами. Это открывает новые горизонты для изучения влияния космической среды на человеческую психику. По мере изучения снов Титова, врачи становятся все более уверенными в том, что сновидения космонавтов могут быть ключевыми для понимания их опыта. Не менее важно учитывать, что эти сны могут служить не только отражением переживаний, но и способом осмысления событий, происходящих на Земле. Это подтверждается свидетельствами других космонавтов, которые также описывали свои сны как связанные с их повседневной жизнью. Завершая исследование снов Титова, стоит отметить, что его уникальный опыт и записи создают основу для дальнейших исследований. Ученые продолжают анализировать, как сны, переживания и космические условия взаимодействуют между собой. Это открывает новые горизонты для понимания человеческой психики в условиях невесомости и, возможно, ведет нас к новым открытиям о том, как сны могут формировать наше восприятие мира вокруг нас. Сны, которые переживал Юрий Титов, вызывают много вопросов о природе человеческого восприятия в условиях космоса. Врачи и психологи, изучающие его записи, продолжают обсуждать, были ли эти сны реальностью или всего лишь галлюцинациями, вызванными уникальными условиями невесомости. Существует мнение, что космическая среда, в которой находились космонавты, могла влиять на их психику и восприятие, создавая необычные образы и ощущения во время сна. Несмотря на то, что многие из его снов были яркими и эмоционально насыщенными, некоторые исследователи ставят под сомнение их реальность. Например, Титов описывал, как во сне общался с осязаемыми звездами, которые будто бы отвечали на его вопросы. Это может быть интерпретировано как результат гиперреакции мозга в условиях невесомости, когда привычные границы реальности стираются. В таких ситуациях мозг может создавать настолько реалистичные образы, что человек теряет способность различать, что действительно происходит, а что лишь плод его воображения. Другие космонавты, пережившие подобные условия, также сообщали о необычных сновидениях. Например, один из них в своем дневнике упоминал, как видел знакомые места на Земле, но в искаженном виде, где размеры объектов казались непропорциональными, а цвета более яркими и насыщенными. Это может свидетельствовать о том, что восприятие реальности в условиях космоса меняется, и сны становятся отражением этой новой реальности, которая не всегда соответствует действительности. Психологи объясняют, что в условиях долговременной изоляции и стресса мозг может начать функционировать иначе. Некоторые сны становятся способом обработки переживаний и страхов, например, связанных с расстоянием от Земли и отсутствием родных и близких. В таких случаях сны могут принимать мрачные формы, где космонавт сталкивается со своими страхами. Например, один космонавт упоминал, как ему снилось, что он потерял связь с командой, что вызвало у него глубокую тревогу и чувство безысходности. К тому же исследования показывают, что многие космонавты, находясь в космосе, ощущают временные и пространственные искажения, что также находит отражение в их снах. Например, один космонавт описывал, как его сновидения перемещались в разные эпохи и места, создавая ощущение, что он находится не только в другом времени, но и в других мирах. Это может быть связано с тем, что отсутствие привычных ориентиров и постоянное воздействие на психику новых условий вызывает высокую степень восприимчивости к воображению. Ученые отмечают, что подобные случаи не являются исключением. Многие космонавты сообщают о том, что их сны становятся более яркими и насыщенными после длительного пребывания в космосе. Например, несколько исследуемых космонавтов отмечали, что их сновидения стали гораздо более детализированными, когда они находились в состоянии невесомости, что подчеркивает возможность изменения восприятия реальности из-за необычных условий. Таким образом, сны Титова и других космонавтов становятся важным элементом изучения влияния космических условий на психику человека. Исследования показывают, что сны могут представлять собой не только отражение внутреннего мира, но и результат взаимодействия с внешней средой.
Эти наблюдения подчеркивают, что понимание того, как мозг реагирует на невесомость и стресс, может помочь в подготовке будущих космических миссий и сохранении психического здоровья космонавтов. Титове удалось запечатлеть свои сны с удивительной четкостью, и именно эти записи продолжают вдохновлять ученых на новые открытия. С каждым новым исследованием они приближаются к пониманию того, как космос влияет на восприятие реальности и сновидения, и это открывает новые горизонты для изучения человеческой психики в условиях бескрайнего космического пространства. Изучение снов Юрия Титова открывает удивительные параллели с опытом других космонавтов, которые также подвергались воздействию уникальных условий космического полета. Многие из них сообщают о снах, отражающих их собственные переживания и страхи, что подчеркивает общие черты восприятия в условиях невесомости. Например, космонавты на Международной космической станции часто делятся впечатлениями о том, как их сновидения становятся более яркими и насыщенными по сравнению с теми, что они испытывали на Земле. Исследования показывают, что в условиях невесомости происходит не только изменение яркости снов, но и их содержание. Один из космонавтов описывал, как во время сна ему приходилось сталкиваться с образами, которые принимали форму внеземных существ или даже абстрактных пейзажей. Эти сновидения, подобно тем, что фиксировал Титов, представляют собой сложные и насыщенные картины, в которых реальность и фантазия переплетаются, создавая уникальный опыт, которого нет в обыденной жизни. Сны многих космонавтов также часто переносят их обратно на Землю, что вызывает у них сильные эмоции и ностальгию. Один из участников космической миссии вспоминал, как ему снилось, что он гуляет по знакомым местам, ощущая запахи и звуки, которых ему так не хватало. В этих снах он снова встречается с друзьями, что создает ощущение связи с родным домом, даже находясь на расстоянии сотен миль от него. Эти эмоциональные переживания становятся отражением не только их личного опыта, но и общего состояния космонавтов, находящихся в длительной изоляции. Некоторые космонавты также сообщают о тревожных снах, связанных с их работой и обязанностями на орбите. Например, один из них описывал, как во сне он сталкивался с проблемами, возникающими в ходе экспериментов, и о том, как его мучило ощущение, что он не в состоянии выполнить свою миссию. Эти сны, как и сны Титова, являются результатом стресса, который испытывают космонавты в условиях длительного пребывания вдали от семьи и привычной обстановки. Исследования показали, что стресс и длительная изоляция могут вызывать изменения не только в содержании снов, но и в их эмоциональной окраске. У космонавтов наблюдается увеличение чувства тревоги, что находит отражение в их сновидениях. Например, один космонавт рассказывал о сне, в котором он терял связь с командой, что вызывало у него глубокую тревогу и стресс. Такие переживания являются неотъемлемой частью жизни космонавтов, так как изоляция и стресс создают интересное взаимодействие между сознанием и подсознанием. Эти наблюдения подчеркивают, что сны космонавтов могут быть гораздо более чем простым отражением их дневных переживаний. Они становятся способом обработки эмоций и переживаний, которые невозможно выразить словами или действиями. Исследования показывают, что восприятие реальности в космосе меняется под воздействием уникальных условий, что также влияет на процесс сновидений. Общий опыт космонавтов в снах указывает на то, что космос не только расширяет границы физического существования, но и формирует эмоциональные и психологические аспекты их жизни. Каждое из этих сновидений, от радостных до тревожных, создает уникальную мозаику человеческого опыта в условиях невесомости, что делает их исследование важным направлением для дальнейшего изучения. Таким образом, параллели, которые можно провести между сновидениями Титова и других космонавтов, создают не только научный интерес, но и глубокое понимание того, как космические условия формируют человеческий опыт. Анализируя эти сны, ученые продолжают открывать новые горизонты для понимания человеческой психики и ее адаптации к экстремальным условиям. Сны, переживаемые космонавтами, формируют уникальное восприятие космоса и оказывают влияние на их психологическое состояние. Юрий Титов, как и другие космонавты, обменивался впечатлениями о своих сновидениях, что дало возможность выявить общие черты и закономерности. Например, многие космонавты сообщают о ярких и детализированных снах, которые становятся особенно насыщенными во время длительных космических миссий. Эти сны часто отражают их переживания на орбите и помогают справиться с эмоциональными трудностями. Когда космонавты находятся в невесомости, они переживают совершенно новый опыт. В условиях космоса их сновидения становятся не просто отражением повседневной жизни, а представляют собой сложные картины, в которых реальность и фантазия переплетаются. Одним из аспектов, который выделяет сны космонавтов, является их способность к путешествию вне привычных рамок. Например, один космонавт описывал, как во сне он летел над Землей, видя все знакомые места, но при этом они выглядели совершенно иначе, чем в реальности. Эти сны, полные ярких красок и необычных форм, создают ощущение, что космос может расширять границы восприятия. Однако не все сны космонавтов на орбите являются радостными. Многие из них рассказывают о тревожных и мрачных переживаниях.
Например, некоторые космонавты сообщали о снах, в которых они сталкивались с образами, вызывающими страх и тревогу. Один из них делился, как во сне он терял связь с командой, что вызывало у него чувство безысходности. Эти переживания подчеркивают, как далекие от дома условия могут влиять на психику и сновидения космонавтов. Также следует упомянуть, что сны могут помочь космонавтам обработать свои эмоции и переживания. Сложные условия жизни на орбите иногда приводят к тому, что космонавты сталкиваются с внутренней борьбой. Например, один космонавт, находясь в космосе, видел сны, в которых он вновь встречался с друзьями, возвращаясь в знакомые места. Эти сны помогали ему справляться с тоской по дому, создавая ощущение связи с родной землей, несмотря на физическую изоляцию. Кроме того, сны также могут быть связаны с профессиональной деятельностью космонавтов. Например, в одном из случаев космонавт описывал, как во сне он решал сложные задачи, которые возникали на его посту, что подчеркивает важность работы на орбите. Это взаимодействие между сновидениями и реальными обязанностями создает уникальный опыт, который не так просто выразить словами. Исследования сновидений космонавтов показывают, что в условиях космоса происходит не только изменение содержания снов, но и их эмоциональная окраска. Космонавты сообщают о том, что их переживания становятся более интенсивными. Например, один участник миссии рассказал о том, как испытывал эмоциональную бурю, смотря на Землю из космоса. Эти сильные чувства находят отражение в их снах, где они сталкиваются с материализованными страхами и переживаниями. Таким образом, исследования снов космонавтов, включая Титова, открывают новые горизонты для понимания того, как космос влияет на восприятие реальности. Эти необычные переживания не только создают уникальную мозаику человеческого опыта в условиях невесомости, но и помогают лучше понять, как готовить космонавтов к будущим миссиям. С каждой новой миссией и каждым сном, записанным в дневниках, ученые становятся все ближе к пониманию, как космонавты могут адаптироваться к условиям, которые бросают вызов их психологии и восприятию мира. Каждый шаг, сделанный Юрием Титовым в космосе, не только расширил горизонты человечества, но и оставил наследие, которое продолжает вдохновлять исследования до сих пор. Дневники Титова, полные его снов и переживаний, стали важным источником для ученых, стремящихся понять, как невесомость влияет на психическое здоровье космонавтов. Сегодня его записи используются в качестве основы для дальнейшего изучения снов в космосе, которые могут сыграть ключевую роль в подготовке будущих космических миссий. Изучая сны Титова, ученые начали осознавать, что его уникальный опыт может не только пролить свет на его внутренний мир, но и помочь раскрыть общие закономерности, характерные для всех космонавтов. Например, многие из них описывали свои сны как яркие и насыщенные, что может быть связано с изменениями в состоянии мозга в условиях невесомости. Сравнительные исследования с другими космонавтами, такими как Сергей Крикалев и Кристофер Кассиди, показывают, что их сны также стали более детализированными и эмоциональными во время длительных полетов. Эти исследования подтверждают, что космическое окружение может влиять на восприятие реальности. Переживания Титова о том, как звезды разговаривали с ним во сне, вызывают интересные вопросы о том, как мозг обрабатывает информацию в условиях стресса и изоляции. Врачи, изучающие его записи, отмечают, что такие сны могут быть отражением не только личных переживаний, но и общего состояния психики в условиях космического полета. Исследования показывают, что космонавты могут сталкиваться с повышенной тревожностью и страхами, что также находит отражение в их сновидениях. Например, космонавты сообщают о снах, где они сталкиваются с невидимыми угрозами или потерей связи с Землей, что подчеркивает важность изучения их психического состояния. Научные эксперименты, проведенные на базе Международной космической станции, показывают, что восприятие времени и пространства также меняется. Космонавты сообщают, что их сны могут перемещаться в разные эпохи и места, создавая ощущение, что они находятся не только в другом мире, но и в другом времени. Эти необычные переживания являются результатом отсутствия привычных ориентиров и постоянного воздействия новых условий. Таким образом, сны становятся не только способом обработки эмоций, но и отражением изменений в восприятии, вызванных космическими условиями. К тому же, исследование снов в контексте стресса и изоляции приобретает все большую актуальность. Долгосрочные исследования показывают, что с каждым новым полетом космонавты все больше осознают психологические особенности своих снов. Сравнительный анализ снов Титова и других космонавтов показывает, что в условиях длительной изоляции они начинают видеть не только свои страхи, но и переживания, связанные с их профессией. Например, космонавты часто сталкиваются с образами, отражающими их рабочие обязанности, что демонстрирует связь между их профессиональной деятельностью и подсознательными переживаниями. Исследования продолжаются, и ученые уверены, что понимание снов может помочь не только в подготовке будущих космических миссий, но и в создании методов поддержки психического здоровья космонавтов. Записи Титова служат важным напоминанием о том, как индивидуальный опыт может стать частью более широкой картины понимания человеческой психики в космосе.
Каждый новый анализ его дневников открывает новые горизонты для изучения, и это наследие продолжает вдохновлять ученых на поиск ответов на вопросы о том, как космос влияет на наше восприятие и состояние психики. Таким образом, наследие Юрия Титова в виде его снов и записей продолжает жить, помогая не только понимать его личные переживания, но и открывая новые пути для изучения психологии человека в условиях невесомости. С каждым новым исследованием становится все яснее, что его опыт — это не просто набор слов на странице, а важный вклад в науку о космосе и человеческой психике. Как данные Титова могут быть использованы в будущем, остается открытым вопросом, который требует дальнейшего изучения, но его вклад уже сейчас признается как значимый и вдохновляющий для будущих поколений космонавтов и ученых.